Предъявитель всего – человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу. Привет, народ! У нас сегодня на обзоре очередной инструмент от Heimerdinger. Приехал в таком вот кейсе. Кейс, я скажу, наверное, дешманский. Хотя не совсем дешманский. Видел я и похуже, но один черт этот дешман. Открываем, смотрим и видим, что у нас на обзоре будет перфоратор LB305. Все как заказывали, как говорится. И видим, что у нас присутствует вот такая вот инструкция, общая инструкция, которую я называю просто макулатурой и которая хорошенько мне растапливает печку. По перфоратору нашему здесь указано: смажь сверло, что-то там покрути, вставь, подергай, дабы не выскакивало, и отрегулируй, зажми рукоятку. Все, больше у нас тут нифига нету. Кто-то говорит, мы не любим читать инструкции. Вот, но как же здесь прочитаешь, когда здесь нифига нету. Да как же тебе понять, коль ты ничего не говоришь? Ну и вот, собственно говоря, наш перфоратор. Так, что касаемо сборки. Ручка, в принципе, обычная пластиковая рукоятка. Зажимается, как и в любом серьезном перфораторе. То есть все, как мы любим. Работает, видите, порегулировали. Сделали и зажали. Все, в принципе, это работает. Что касаемо сборки. Сборка, в принципе, на высоте. Все это вот серое, это металл. Ну, соответственно, видимо, сам или алюминий. Вот, по пластику, видите сами, какая сборочка. То есть нет абсолютно никаких зазоров. Видно соединение, но зазора нет. Облоя тоже нет. На рукоятке тоже видна линия стыка. Но ничего нигде не цепляется. Просто замечательно. В отличие от предыдущего обзора на заклепочник. Здесь уже был зазорчик. Ну, в принципе, этот зазорчик тоже ни на что не влияет. Значит, очень красивый мне понравился дизайн. Такой сине-серо-черный, красный цвета. Вот это вот черное, это все прорезиненная ручка. Ну и, соответственно, красные вставки плюс красные органы управления. Замечательно. В этом месте у нас установлена антивибрационная такая очень сильно тугая пружина, которая работает за счет вот этого вот шарнирного соединения. Ну, то есть вы, я надеюсь, понимаете, рукоятка вот немножко так вот ходит. И пружиной снимается излишняя вибрация. Так, что у нас по управлению? У нас есть только два режима. Удар и удар со сверлением. Есть вот эти вот значки для смены, для проворота нашего инструмента. Давайте мы все это дело проверим, как это все сидит. Ага, не вставил. На столе немножко неудобно. Все строго по инструкции, подергали, не выпадает, все отлично. Так, и смотрим, что у нас включено. У нас включен режим сверления с ударом. Вот, и по логике у нас все это должно провернуться. Ну, соответственно, рукой неудобно. Давайте пробовать плоскогубцами. Да, редуктор крутится, там все шумит, все вращается. Отлично. Теперь переключаем на режим сверления, на режим долбления, то есть без вращения. И вот тут, когда я получил данный инструмент, у меня возник вопрос. То есть очень тугое переключение, и я боялся сломать. Разобрал, посмотрел, убедился, что там все нормально, и дальше силой вот так вот дожал. И это у нас режим просто долбления, при котором уже не должно проворачиваться наше сверло. Лопатки нет, есть только сверло у меня на сей момент. И смотрим. А хренушки, все у нас в этом перфораторе проворачивается. Может быть, что-то где-то не щелкнуло на место. Давайте с вами щелкнем на место. То есть, как мы видим, у нас вращение отсутствует, но долбление присутствует. Ну и теперь попробуем проворот. А фиг там, видите, все вращается как душе угодно. Многие скажут, там проблема в механизме. Друзья, разбирал, там все просто, и там просто, как бы, не будем говорить, что невозможно доработать, но практически невозможно доработать. Вот как-то так. Поэтому вот этих вот два режима для вращения оснастки мы, наверное, тут уже и опустим. Раз так крутится, то соответственно... Ага, хрен там. О, крутится.
Но вы помните, в перфораторе 169 там я все это делал двумя пальцами. Здесь это сделать как бы нереально. В принципе, оно, видите, в режиме и долбления, и сверления все это дело проворачивается. Вот так крутится. Еще разок показываю. Оба! Так уже туго переключается. О, щелк. И еще разок смотрим. Все опять вращается. То есть, да, люди писали, что в таких перфораторах это дело как бы не блокируется. Что есть нехорошо. Так, теперь в планах. Давайте мы сверло изымем. Теперь в планах у нас взвесить наш инструмент. Взвешиваем без аккумулятора. Как-то так. 2927 грамм. Ну и давайте с аккумулятором. Аккумулятор в этом случае можно просто положить наверх. Напоминаю, аккумулятор 8 Tabless EVO40PL 21700. Итого мы получаем 3 килограмма, считай 800 грамм. Так, вам не видно. Вот так. 3 килограмма 793 грамма. То есть неплохой такой по весу инструментик. Опять же, как я кажусь, у Беларуси, узял руку, маешь вещь. Классно все сделано. Ну а нам остается что? Измерить обороты. Посмотреть, есть ли тут заявлены 1180 оборотов. Итак, аккумулятор на базу. Наклеечку, отражаечку я уже сюда где-то наклеил. Вот она. Подготовился, включаем. Ну и смотрим. Скорости у нас здесь не регулируются. Нажал, поехал, отпустил, остановился. Вперед. Ага, вперед, блин. А переключать-то кто будет? Отлично. О, а теперь вперед. Тысячу, будем говорить, 70 оборотов. Немножко округлим. Повторное измерение. Все то же самое. И мы что делаем? Заключение. Делаем заключение, что 100 оборотов у нас, грубо говоря, не хватает. Вот. Ну, не такая большая, конечно, разница, но все-таки. Там где-то я в каком-то инструменте простил 80 оборотов плюс-минус, но 100 уже прощать как бы нельзя, да? Что заявлено, то должно быть. Так, ну что ж, все показал, рассказал. Значит, что у нас здесь? Давайте разбирать по порядку и буду вам показывать, что к чему. Итак, первым делом перед разборкой всегда снимаем переключатель. То есть откручиваем вот этот винтик, снимаем и видим вот такую картину. Внутри у нас стоит стопорок, который нужно снять. Значит, друзья, вот эту вот часть я раскручивать уже не буду. Все оно буквально идентично в любом перфораторе. То есть фокус в чем? Как начинается разборка, покажу. Просто эту резинку срываете, снимаете стопорное колечко, вот оно стоит. Надеюсь, видно. И дальше по ходу все разбираете. То есть тут все очень просто. В прошлом видео, кому интересно, смотрите на прошлом перфораторе. Все это дело я показывал. Снимаем, конечно же, рукоятку. Она нам будет мешать. Так, стопор сейчас мы снимем. А сейчас хочу показать вот эту вот штуку. Я приоткрутил. Всем, наверное, интересно, что здесь и как здесь. Это просто, я бы сказал, маслозаправочная станция. Вот такая пробка. Сюда мы при необходимости будем закладывать смазку, которая здесь просто по глаза, уже видно. Так, ну а нам надо снять стопорок. Используем специнструмент. Так, извините, вам, наверное, не покажу, так как сам нифига не вижу. Вроде попал. Давайте пробовать снимать. Опа, видите, все просто и аккуратно. Сняли стопорок, вынимаем нашу вот эту вот вещь. Вот этим вот концом и происходит разблокировка для режима долбления. То есть, что происходит? Так, сейчас я куда что-то положить, чтобы не вымазать. Вот визиточка. Так, происходит следующее, что у нас там установлено зубчатое зацепление, и вот этим хвостиком просто он отводит, размыкает шестеренки. Тем самым у нас остается долбление, но вращение прекращается. Разбираем дальше.
Откручиваем крайний болт. Так, и снимаем. Вот такая вот конструкция. То есть вот эта вот звезда. И у нас упирается этот пальчик. Где он у нас? Вот этот вот пальчик упирается в это место. И когда мы крутим, он разблокировку делает. То есть выводит вот эту вот звезду из зацепления. И мы получаем просто продольные удары, но не получаем вращения. Думаю, вы поняли. Все понятно. Ну, в принципе, как, наверное, в любом инструменте. В любом перфораторе. Так, здесь у нас боек. Вот, за счет поршень, который долбит. Разбираем дальше. Все раскрутил. И теперь давайте пробовать что-нибудь как-нибудь тут снимать. Честно скажу, не знаю. Но как-то же мы все время разбираем эти все вещи. Вот, что там держит. Тоже непонятно. И как держит. Непонятно. Вот что-то держит под этой вот резинкой. Причем капитально. А что там держит, честно скажу, не знаю. Как бы все разобрал. Но вот в этом месте просто хоть убей упирается. Может быть, сама резинка держит? Ну, нифига. Ну, вот уже располовинил, а там не идет. Вот чувствую, что-то должно тут отломаться, но не идет. Просто не идет. Моторчик уже освободился как бы. Но все это дело не пускает. Надо сразу ручку разобрать. Короче, друзья, буду пробовать снимать. Дальше покажу. Ну, как бы сарайчик просто открывался. Видите, вот такая вот система. Немножко вот отковырнул резинку эту и подсмотрел. И все как бы стало ясно. Таким же макаром все это должно вылезти у нас и там. За счет пружины, походу, и этих вот двух болтов все держится капитально. О, видите, само все рассыпалось. Буквально все рассыпалось само. Вот, что мы наблюдаем за картину. Так, ну давайте по пластику уже. Пластик, вот особенно на движке, ну трындец какой толстый и прочный. Вообще толстый, толстезный просто. На рукоятке, в принципе, та же беда. Ничего не могу сказать против. Все отлично. Так, что у нас есть? У нас есть токосъемная площадка. В принципе, с неплохой пайкой. Вот так это все выглядит. Значит, здесь у нас контроллер. Контроллер имеет следующий вид. Вот как-то провода, видите, все идут через острые эти грани. Не знаю, может быть, в будущем что-то здесь перетрется, коротнет. Тоже паечка неплохая. Провода силиконовые. То есть все, в принципе, как всегда. Как мне это будут упаковать все и сложить, я, правда, не знаю. Так, движок давайте мы снимем. Опа. Ротор, опять же, на глаз 26, как и везде, как и всегда. Но это только на глаз. А у нас есть вот такой глаз. Так, нули. Видите, 26. Все просто замечательно. Так, длина по металлу 25 миллиметров. Полная длина 31,65. Подшипник, диаметр внешний. Так, стоять. 22,04,03. Ну и все. Ну и крыльчатку, как всегда, да, кому уж интересно. 56,22. Вот, в принципе, как бы и все с этим. Значит, статор у нас 6 обмоток и диаметр 50. Пожалуйста. И так 50, и так 50. То есть, видите, у нас три типа моторов образовалось. 50, 48, 52.
Так, провод померить. Провод. Ой, так. Ну вот в этом месте, наверное, самый. Так, штанген у нас 0. И давайте в этом месте я его чекану. Миллиметр. Провод миллиметр. Это, друзья, с лаком. Так, ну и все, наверное. Видите, как все выпало. Вот так вот это, наверное, и продается, если что, в сборе. Вот такие потрошки. Так, ну теперь нам надо вскрыть вот эту вот часть. Значит, вижу, что стоит, видите, красная прокладка. При вскрытии нам бы ее как бы не порвать. Но я не знаю, вскрою ли я. А оно-то, друзья, не вскрывается никак. Может быть, ротор вытянуть. Ротор я тоже вытянуть не могу. Почему я не могу вскрыть? Я, честно говоря, не понимаю. Там стоит большущий такой, видите, подшипник. Вот здоровенный. То есть в подшипник входит эта вот часть задняя, которая входит в зацепление вот с этим червячной шестерней и приводит во вращение сверло, допустим. Так, ну почему я не могу расцепить все это дело? Я не знаю, друзья. Болтов здесь никаких больше нету. Вот вытянуть я это все дело не могу. Просто не могу. Видно, зазор появляется, но почему-то я достать не могу. Наверное, мы на это время тратить и не будем, потому как это все дело бессмысленно. Если же что-то сломается, тогда надо будет разбирать и ломать. Вот так, честно говоря, очень интересно посмотреть самому, да и показать вам. Но никак я этого сделать, к сожалению, не могу, так как это все дело просто мне, друзья, не поддается. Не поддается. Ломать не хочу. Вот, если что-то когда-то где-то сломается и придется разбирать, ремонтировать, то мы с вами, конечно, посмотрим. А так, пока, друзья, извиняйте. Короче, народ, за кадром пыжился, ну ни в какую. Друзья, кто знает, как эта штука разбирается, отпишитесь в комментариях, чтобы я на будущее тоже знал. Ну а поскольку у нас инструмент работает хорошо, то и лезть сюда пока, я считаю, не нужно. Значит, смотрите, как работает. У нас по принципу автомобильного ДВС, то есть какой-то коленвалик, есть шатун. Шатун, на котором установлен, собственно говоря, поршень. Вот этот вот поршенек. На поршне находится вместо металлических колец резиновая. Ну и, собственно говоря, это все дело создает удары. Надеюсь, понятно. Вот еще разок. Все вращается, поршень бегает. Шатун шатается, коленвал коленвалится. И поршень поршенится. Все, собираю и немножко потестируем. Так, ну что, народ, сделаем такой эксперимент. Значит, сетевой инструмент. Не помню заявленные джоули, но, по-моему, тоже 3,2 джоуля он заявлен. Значит, Heimerdinger и Heimerdinger. 3,2 и 3,2 по заявлению. Сейчас первым проэкспериментируем, значит, с лопатку. Немножко подолбим, опять же, мой этот блок. Посмотрим, как долбит. Ну и потом я буду сверлить вот этим вот 16-м сверлом. Вот отмечу, не знаю, наверное, сантиметров 5. Отметку поставлю. И склею потом все эти вот перфоратора в единое видео, чтобы было видно, какой там быстрее, какой, соответственно, медленней с этим всем делом справляется. Поехали. Итак, будем пробовать долбить. Значит, у нас установлен режим отбойника, долбления. И вот показываю в этом перфораторе, видите, все это дело легко проворачивается. Погнали.
Друзья, вот честно скажу, долбит он просто не по-детски. Шикарно, шикарная работа нашего перфоратора. Ну а сейчас будем сверлить. Значит, что будем делать? Я уже тут потренировался на это все делать. Имеем сверло 16 мм. Отметил я флажок на расстоянии 6,5 сантиметров. Вот, и всеми тремя будем сверлить на глубину 6,5 сантиметров. Потом я все это объединю в единое видео, чтобы были перед глазами все три перфоратора, и чтобы мы с вами видели, какой из них и как справляется по времени. Ну что ж, первым вступает в бой сетевой. Давайте посмотрим, как он с этим справится. Поехали. По всему увиденному вы сами сможете сделать вывод, какой из этих трех перфораторов справляется с этим делом быстрее. На этом, наверное, на сегодня все. Сверлить мы тут 150 отверстий, я думаю, не будем. Вот. Поэтому вы сами все видели. Но я думаю, что сетевой даже справился немножко подольше с этой работой, так как у него оборотов поменьше. А так, все три штуки просто класс. Всем удачи, всем пока, до новых видео. Это замечательно. Клянусь Богом.